Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу функциональный шопер из тонкой трикотажной пряжи. Это новая толщина у пряжи от центра. Характеристики мотка: в 100 метрах 150 грамм. Рекомендованный крючок 4-6 миллиметров. Также приготовила набор фурнитуры. Очень удобно. Такое дно не промнется, не деформируется и не вытянется. И не нужно сложных расчетов для того, чтобы связать донышко. Размер моей заготовки 32 сантиметра на 7 сантиметров. Сюда же в комплект входят плечевые ручки длиной 70 сантиметров. Узор вяжется по кругу, очень просто, справится даже новичок. Все необходимые данные, ссылки и параметры готового изделия с расходом пряжи оставляю в описании под этим роликом. Также буду использовать инструменты. Это крючки 4,5 мм для основного полотна и 3,5 как вспомогательный. Головка этого крючка хорошо входит в отверстие по фурнитуре. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Для начала декоративная обвязка. Начать можно в любой точке. Крючком 3,5 мм вхожу в любое отверстие, подхватываю рабочую нить. Здесь у меня остается совсем небольшой запас. И прохожу соединительными в каждую точку. У меня остается последняя точка, и вводя туда крючок, я подхватываю край начала для того, чтобы закольцевать. Вытягиваю его полностью. Далее увожу под первую петлю обвязки и возвращаю в исходную точку на изнанку. Далее этот край вяжется в полотно. Теперь мне необходимо сделать добавление для того, чтобы ширина изделия из этой пряжи соответствовала размеру донышка. Я уже для себя определилась, что на поворотах у меня будет по 7 добавлений. И здесь на пути к поворотам одно второе с одной стороны и одно второе с другой стороны. Получается 14 плюс 4. Всего 18 добавлений. Продолжаю работать крючком 3,5 мм. Центральная 1, 2, 3 справа, центральная 1, 2, 3 слева. То есть вот эти точки, где начинаются мои добавки. Пока точка без добавления. Вставляю крючок, минуя обвязку, вытягиваю высоту столбика, соответствующую размерам заготовки, и провязываю первый столбик без накида. Далее уже точка с добавлением. В эту точку провязываю 2 столбика без накида. Первый, сюда же второй. И так 7 подряд с добавками. Первый, сюда же второй. Первый, второй. Я подошла к центральной точке поворота. Соответственно, у меня еще 4 точки с добавкой. Тут точно так же. Нахожу центральную, 3 справа, 3 слева, по 2 петли. И в отмеченные точки также провязываю добавление. 2 петли сюда, 2, 2 и 2. Завершаю ряд. Готово. Удаляю маркеры. Здесь не имеет большого значения расстояние между добавлениями по ровной линии. Главное, чтобы они были равно удалены от центральной части и от поворотов. У меня добавление на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Перехожу на основную толщину крючка, это 4,5 мм, и соединяю ряд. Вставляю в крючок в первую кромочную косу. Увожу петлю туда, здесь подтягиваю, чтобы столбики были рядом. Теперь вынимаю крючок и вставляю его в соединение с лица, подхватываю уведенную петлю и фиксирую рабочей нитью. Провязываю первый столбик следующего ряда. Следующий ряд адаптивный, переходный. Я вяжу его просто столбиками без накида. Один столбик в одну петлю.
В конце каждого ряда делаю соединение удобным способом. Немного вытягиваю нить, вставляю крючок в первую кромочную косу ряда, увожу нить наизнанку. Здесь придерживаю, вынимаю крючок, вставляю крючок в соединение, подхватываю нить и с помощью рабочей нити формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Далее перехожу к вязанию непосредственно узора. Он будет состоять из чередования столбиков без накида, провязанных за обе дужки кромочных косы. Далее вставляю крючок, вот этот у меня столбик уже провязан, вот эту петлю я пропускаю, она относится к этому столбику. Вставляю крючок за обе дужки горизонтальной галочки предыдущего ряда столбика без накида. Вытягиваю нить, провязываю 2 петли вместе. Еще раз внимательно вставляю сначала крючок за обе дужки, провязываю столбик без накида. Далее пропускаю эту петлю, она относится к уже провязанной. Вставляю за обе дужки столбика прошлого ряда. Провязываю. Таким образом получаются очень аккуратные шишечки. Далее за обе дужки чередование, за обе дужки столбика предыдущего ряда. Снова обе дужки кромочной косы. Пропускаю 2 дужки столбика прошлого ряда. Так чередую. Напоминаю, у меня четное количество петель. Ряд должен будет закончиться столбиком, провязанным в предыдущий ряд за обе дужки, как здесь. Вяжу до конца ряда. Здесь главное не задвоить петли. То есть, когда я провязываю столбик за кромочную косу, я пропускаю этот столбик, так как он относится к провязанному, и вставляю крючок в следующие дужки столбика предыдущего ряда. Направляю стенки сумки вверх. Как и планировала, чередуя петли, ряд заканчивается столбиком в предыдущий ряд за обе дужки вертикального столбика. Соединяю ряд как удобно. Здесь важным моментом является то, что на вязание следующего ряда я должна выйти в точке, которая не совпадает со столбиком без накида в прошлом ряду. Поэтому хорошенько подтягиваю, вытягиваю нить и вот в эту точку прямо перед последним столбиком ряда вставляю крючок, подхватываю петлю и в нее формирую первый столбик следующего ряда, то есть столбик без накида. Готово. Так как узор вяжется в шахматном порядке, здесь провязан столбик, в предыдущем ряду я должна подхватить вертикальные петли в том столбике, который в ряду вязался как столбик без накида. Провязываю. Готово. Вот она, пара столбиков второго ряда по узору. Снова вот вязался в предыдущий ряд столбик, в эту точку провязываю столбик без накида в этом ряду. Здесь был провязан столбик без накида, его подхватываю за 2 вертикальные петли. И так чередуя, вяжу теперь второй ряд. Ряды будут чередоваться, узор тоже вяжется в шахматном порядке. В итоге на лицевой стороне у меня будут только шишечки. Это столбики провязаны в столбик предыдущего ряда. Соединяю как удобно по аналогии и навязываю необходимую глубину изделия. У меня закончился второй ряд. Вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу рабочую петлю наизнанку и смотрю внимательно. Ряд должен начаться справа от любой шишечки. Вот здесь введен крючок с нитью, сюда вставляю крючок, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Далее вставляю крючок, чтобы провязать столбик, вертикальную петлю предыдущего ряда за обе дужки. Провязываю ее. Так чередованием петель и рядов продолжаю снова справа от шишечки
и далее вертикальный столбик предыдущего ряда. Весь узор формируется чередованием этих петель. За горизонтальную петлю кромки, за вертикальную петлю прошлого ряда. Горизонтальная петля, вертикальная петля. Вертикальную петлю достаточно свободно вытягиваю нить, чтобы уровень ряда был на одной высоте. Сейчас у меня провязано 23 ряда и подходит к концу уже второй моток пряжи. У меня было всего 300 грамм тонкой трикотажной пряжи. Я примеряю свой органайзер, который сюда запланировала, и уже перехожу к обвязке края. Немножко сейчас края вывернуты. Я сейчас покажу простой и очень хороший способ собрать края и сделать завершающую обвязку. Вставляю крючок за заднюю полупетлю кромочной косы, подхватывая также заднюю перемычку. Так, подхватываю петлю и вывожу ее на лицо. Далее буду вставлять задняя полупетля, задняя перемычка, рабочая нить соединительная, задняя полупетля, задняя перемычка, рабочая нить соединительная. Так мне нужно пройтись в каждой точке соединительными. Край будет аккуратный и не будет утолщения за счет обвязки. У меня остался небольшой запас нити и провязано предпоследнее соединительное. Вытягиваю нить, ввожу крючок в первую обвязочную косу, притягиваю и увожу в исходную наизнанку. Нить можно подшить или спрятать вглубь изделия. Мне очень нравится форма таких изделий, они очень вместительные, низенькие, но при этом имеют функциональные плечевые ручки. Ручки пришивать буду с помощью нити и иглы. Следующим образом на лицо декоративная часть отцентровываю относительно боковин и центральной части изделия. Сумка получилась стильная и функциональная. Такие модели уже не первый сезон в тренде. Мне потребовалось ровно 2 мотка нити. Трикотажная нить более тонкая, поэтому для нее подойдет любой фактурный плотный узор. Итоговые размеры: 36 сантиметров ширина и 20 сантиметров глубина изделия. Сумочка прекрасно смотрится как с подкладкой, так и без, на ваше усмотрение. И хочется сказать, что можно связать больше глубину. Изделие от этого станет только более вместительным. Мне очень нравится такой вариант с плотным узором, но на моем канале есть различные модификации узора с использованием данной фурнитуры. Все необходимые ссылки, как всегда, оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на канал, будет много интересных видео. Всем пока!